Привет! В прошлом видео мы поговорили о игровых версиях движка X-Ray, на базе которых построены такие игры, как Stalker Тень Чернобыля, Чистое небо, Зов Припяти и не вышедший Stalker 2 образца 2011 года. Если вы пропустили данное видео, то советую обратиться к нему, а после продолжить просмотр данного видео. Ссылочка на ролик про движки Stalker появилась у вас в подсказке. А в этом видео я поведу свою речь о движке CoreEngine, движок компьютерных игр серии Metro. Сегодня я расскажу об особенностях данного движка, как он изменялся и другое. Меня зовут Бесницкий, и вы на моем канале. Перед просмотром попрошу проверить вас о наличии подписки на канал и лайка под видео. Если вы все сделали, тогда я начну. Приятного просмотра! Начнем с самых главных слов Андрея Прохорова из интервью Gamer.net. Что на вас повлияло, чтобы создать собственную студию? Спросили у Андрея, на что он ответил. Как я уже когда-то давно говорил, основная мысль при создании 4i Games была создать сообщество профессионалов, любящих свое дело. При этом на первом месте всегда будут люди. Особенность нашей студии в том, что соучредители – разработчики, которые знают все нюансы ремесла. CoreEngine – игровой движок, разработанный украинской компанией 4i Games, выходцами из GC Game World, для использования в своей компьютерной игре Metro 2033, изданной THQ 16 марта 2010 года. CoreEngine является внутренним движком компании и не предлагается для лицензирования. Движок использует API DirectX версии 9, 10, 11 и 12, OpenGL версии 3.2 и 4, а также технологии компании NVIDIA, физический движок Physics, NVIDIA 3D Vision, NVIDIA Hairworks и технологии трассировки лучей в реальном времени, то есть NVIDIA RTX. Движок был разработан за год до выхода Stalker Тень Чернобыля. Программисты движка, в первую очередь, это Олесь Шишковцов и Александр Максимчук, работающие в качестве программистов над разработкой движка X-Ray, использованного в серии компьютерных игр Stalker. Подробнее о них мы поговорили в прошлом видео. Движок изначально создавался с возможностью запуска на персональных компьютерах Xbox 360 и PlayStation 3, однако версия Metro 2033 для PlayStation 3 не была выпущена. Шишковцов с коллегами покинули компанию во время разработки Stalker из-за проблем с движком X-Ray. По словам Олеся, он не поддерживал многопоточность, был оснащен слабой и плохой работающей сетевой моделью, плохо управлялись ресурсы и память, что в целом не позволяло пользоваться потоковой передачей данных. С такими проблемами игроки Stalker встречаются и по сей день. Общий уровень его возможностей не проходил для Next Gen консолей. Также, по его словам, движок имел ужасный текстовый скриптинг. X-Ray был написан в 2000 году, что приводило к задержкам в оригинальной игре. CoreEngine поддерживает многопоточность таким образом, что только Physics обладает выделенным потоком и использует задачную модель, от английского Tax Model, без какой-либо предварительной проверки состояний или постсинхронизации, тем самым позволяя задачам выполняться параллельно. Когда во время разработки замерялось быстродействие на Xbox 360, то задачи выполнялись со скоростью примерно 3000 заданий при 30 миллисекунд кадрах. Для Xbox 360 в сценах с сильной нагрузкой на CPU и загрузкой всех аппаратных потоков на 100%. Шишковцов также говорил, что архитектура чипа NV40 графического процессора RTX в PlayStation 3 оказалась весьма удобной для разработки, отметив также, что там было и множество пустых циклов. Движок может использовать отложенный шейдерный конвейер, от английского Deferred Shading Pipeline, и тесселяцию для большей производительности, а также поддерживает HDR полностью, в том числе и со совмещением в голубом цвете. Отражение в реальном времени, от английского Real Time Reflections, цветовую коррекцию, зернистость и шум, характерные для кинопленки, и многоядерную обработку. Какие приоритеты стояли при создании Metro 2033? Графика, сюжет, геймплей? Спросили у Андрея в интервью Gamer.net, на что он ответил: геймплей, графика, сюжет. В году 2010 не может быть чего-то неважного или менее важного в нашей нише.
да и в целом во всей индустрии. Побеждает тот, у кого эти и другие компоненты – звук, физика, АИ и другие – не просто хорошо представлены по отдельности, а работают вместе, создавая целостный образ игрового мира. Если в игре не обращаете внимания на что-то одно и вам хочется в нее играть, значит результат правильный. Игра Metro 2033, вышедшая 19 марта 2010 года, продемонстрировала довольно неплохую реализацию объемного тумана, двойную точность в физикс-расчетах, размытие объектов, разбитие поверхностей для шейдеров покрытия, parallax mapping и высокую геометрическую детализацию при не слишком ресурсоемких лот-объектах. Благодаря использованию физикс движок получил множество возможностей, например, разрушаемое окружение, симуляция изгибов на одежде, волны на воде и другие элементы, полностью подверженные влиянию окружающей среды. Звуковая часть в движке обладает поддержкой 3D-позиционирования, создавая впечатление пространства и расположения источника звука. В отличие от Якс в Сталкере, объемный звук в Метро работает на все 100% и даже больше. Существуют споры, основан ли этот движок на предрелизной версии X-Ray, как это утверждает Сергей Григорович, основатель GCG World, а также пользователи, видевшие снимки экранов в комплекте средств разработки SDK CoreEngine, отмечая визуальное сходство, общие ресурсы и технические изменения предрелизного демо CoreEngine, сделанные после скандала с GC Game World. Также существует мнение, что данный движок создан на базе движка X-Ray, используемый в серии игр Stalker, а не является оригинальной разработкой. 4A отрицали эти обвинения. Шишковцов при этом утверждал, что портирование оригинального движка на консоли было бы чрезвычайно сложно. К тому же, X-Ray содержал слишком много мусорного кода, поэтому, на мой взгляд, было бы правильно создать движок с нуля, чем брать другой, который, будем честны, по уши в каловых массах. Сейчас мы рассмотрели общий вид движка CoreEngine. Теперь предлагаю перейти к играм, которые были сделаны на базе данного движка. В отличие от движка X-Ray, CoreEngine не имеет версии, поэтому за версии будем брать год выхода игры. Metro 2033. Игра использует мультиплатформенный движок CoreEngine, портированный на Xbox 360 и Microsoft Windows. CoreEngine в Metro 2033 использует поддержку Physics, улучшенный искусственный интеллект игры, а также консольный SDK для Xbox 360. Версия для IBM PC совместимых компьютеров включает в себя поддержку DirectX 11 и описывается как любовное послание ПК игрокам. Благодаря решению разработчиков сделать ПК-версию очень даже феноменальной. Вице-президент ГПУ направления NVIDIA заявил, Metro 2033 может похвастаться наиболее продвинутой графикой и физикс-эффектами, которые мы видели. Исходя из того, что мы пока посмотрели, можно сказать, что игра будет одним из витринных образцов 2010 года, и он оказался прав. 7 февраля 2010 года THQ, издатель, на момент создания и выхода Metro 2033 официально сообщила о том, что ПК-версия игры будет поддерживать стереоскопический режим изображения, который будет достигаться при помощи технологии NVIDIA 3D Vision. Второй особенностью ПК-версии будет поддержка движком API DirectX 11, Depth of Field и тесселляция персонажей будут доступны только на DirectX 11. Единственный небольшой минус движка на тот момент – это отсутствие вертикальной синхронизации. Сотрудник компании THQ Хью Бейна сообщил, что потратив много времени на доработку движка CoreEngine, компании удалось добиться его качественной работы на PlayStation 3. Однако версия проекта для консоли от Sony была отменена по стратегическим соображениям. Уже на тот момент движок был удобен в эксплуатации, и в нем отсутствовало обилие мусорного кода, как это было в движке X-Ray. Metro Last Light, или же Луч Надежды, вышедший в мае 2013 года, разрабатывался на трех основных руководящих принципах. Первый – это сохранить атмосферу ужаса первой части. Второй – разнообразить набор оружия. Третий – усовершенствовать технологии Metro 2033. Изначально издателем игры должен был выступать THQ, но из-за банкротства компании игру издавала компания Deep Silver, которым является до сих пор. Особых изменений в движке
движке на момент выхода Last Light не оказалось. Движок был в отличном виде и не требовал каких-либо доработок. Разве что были внесены небольшие правки в код, не более. Больше о движке Metro Last Light мне нечего рассказать. Поэтому, пожалуй, перейдем к более интересному моменту. Metro Redux. Переиздание мультиплатформенных видеоигр Metro 2033 и Metro Last Light, в рамках которого игры претерпели ремастеринг, а также вышли на консоли нового поколения. В России издание вышло под названием Metro 2033 Возвращение. Релиз состоялся 28 августа 2014 года на ПК, игровых приставок Xbox One и PlayStation 4. В продажу переиздание было выпущено в формате коробочных и цифровых копий издания. Metro 2033 игра была полностью переделана на новой версии движка Fora Engine, воплотив последние технические достижения, отраженные ранее в Metro Last Light. Была улучшена визуальная часть, появилось продвинутое освещение, динамическая погода, более детализированные персонажи, была улучшена анимация персонажей, появились более динамические разрушения и улучшенные эффекты частиц. Игровой процесс был усовершенствован, был улучшен искусственный интеллект противников, улучшена механика боя и стелса, владение оружием, интуитивное управление. Появились также новые возможности игрового процесса, пришедшие из Metro Last Light, протирание маски, улучшение оружия и тихие убийства. Игроку почти в каждой локации, особенно в главах, действие которых происходило на поверхности, стал доступен ряд новых мест для исследования и поисков амуниции. Metro Last Light. Игра получила улучшение графики и игрового процесса, включая новую анимацию ближнего боя и функции проверить часы и проверить инвентарь. Это самые главные изменения движка Fora Engine, которые отчетливо видны в игре. Ну а нам пора перейти к самому интересному. Metro Exodus, или же Metro Исход. Выход игры состоялся 15 февраля 2019 года для игровых платформ ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Игра разрабатывалась в Fora Games на обновленном игровом движке Fora Engine. Разработка игры началась в 2014 году в двух офисах Fora Games, расположенных в Слиме, Мальта, и в Киеве, Украина. В процессе разработки Metro Исход движок претерпел множество изменений. Было создано множество сложных анимаций, как у НПС, мутантов, так и создание сложных катсцен, которые не вывез бы движок Metro Last Light. Точного списка изменений я назвать не могу, но как игрок могу точно сказать, что была грамотно реализована работа карты в момент поездки на поезде. В одном видео по Metro Исход Вандалей рассказал и показал, как это работает. Давайте я вам покажу этот момент. Напоследок покажу вам устройство перебивочных глав, по которым следует наш поезд, причем следует бесконечно. Реализовано это следующим образом. Квадраты локации появляются впереди, на пути следования Авроры. Одновременно с этим задний квадрат вплывает в остальную локацию и спустя время исчезает. Причем визуально сперва было очень сложно понять, что относительно чего движется. Но с высоты полета фаянсовой тарелки видно, что движется сама локация, а именно тащится назад и движется как лента, в начале которой появляются все новые квадраты. А вот поезд не движется и все время находится в центре локации. То есть, блин, на основе устройства таких глав можно писать философские эссе. Тут не поезд движется по локации, а локация движется под поездом, в то время как состав недвижим. Это можно даже перепроверить и доказать при помощи прыжков вверх. Они доступны только с помощью трейнера. Если бы поезд двигался, то после прыжка мы бы приземлялись не в ту же точку, а на крышу позади. Молодцы, Fora Games. Как всегда, гениальный ход. В плане визуальных эффектов сделан большой скачок. Это видно и невооруженным глазом, проходя игру. Анимации стали на несколько планок выше. Про другое я уже молчу. Вот немного слов о движке от самого Андрея Прохорова. Цитирую. Наша новая технология Fora Engine позволяет создавать и редактировать игровые уровни в реальном времени. То есть сам процесс создания в чем-то похож на игру. Сборка игры, скриптование идет параллельно с расстановкой света, статики, физики, арт-контента. Когда движок X-Ray не обладал такой функцией, хотя она очень полезна. Сделал изменения и моментально просмотрел их в реальном времени, что в несколько раз ускоряет процесс создания игры.
В заключение хочу сказать, что движок ForEngine сотни раз лучше движка X-Ray. То, что разработчики Metro не стали использовать базу для разработки, я сейчас говорю про движок X-Ray, было самым правильным решением. Молодцы, ForGames. Как всегда, гениальный ход. Движок ForEngine уже на ранних этапах выглядел куда лучше, чем его младший брат. Даже X-Ray 2.0 в готовом виде не выдал бы такую сочную картинку, которую мы увидели в самой первой и заключительной части Metro. Кстати, код движка ForEngine невозможно найти в открытом доступе, из-за чего умелые игроки не могли создавать модификации на Metro, когда модификация на игру Stalker выходит до сих пор. Хотя разработчики из ForGames всегда, я подчеркну, всегда шли в правильном направлении, делали то, что от них требовалось, и все свои наработки преподносили игрокам в лучшем виде, когда GSC Game World постоянно раздавали обещания и надежды и не отвечали за свои слова. Но это уже тема для отдельного видео. Так, о чем это я? Ах да, хвалить ForEngine можно вечно, но видео должно рано или поздно заканчиваться. А вот и тот момент. В следующем видео я хочу поговорить об отцах игры Stalker и Metro, и о том, с чего начиналась история этих игр. А вам большое спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и оценить данное видео лайком. С вами был, как обычно, Бесницкий. Увидимся. Мы нашли место из моего сна. Холм на берегу Байкала, куда меня привел мельник. Чистое место, как он и говорил. И нетронутая природа вокруг. Мы обрели дом. Дом у подножья сопок, на берегу озера. Дом, где мы можем растить детей. Детей, которые родятся не в сырых туннелях, а под чистым небом и ярким солнцем. Дамы и мужики, как старший по рангу офицер выдвигаю командира ордена Артема. Кто за? Единогласно. Ну что, товарищ командир, какие будут приказания? Я бы скомандовал по домам. Только этот дом слишком велик для нас. Знаете, полковник сказал мне однажды, что создал орден, чтобы спасти людей. Всех людей. Значит, нам пора исполнять долг.